Иногда, чтобы понять город, нужно уйти туда, где нет витрин. Всем привет, давно не виделись. Бангкок мы уже осмотрели с разных сторон. Через транспорт, через зеленые районы и через огромный торговый центр. И это уже мой 4-й выпуск про Бангкок, в котором я хочу показать вам город с другой стороны. Сегодня поедем на Паттавикурн маркет, большой рынок с секонд-хенд одеждой, обувью и вообще всем подряд. Посмотрим, как он устроен, и заглянем в местный фудкорт. А потом отправимся в Чайнатаун, один из самых старых районов города. И днем он спокойнее, чем ожидаешь, но ночью полностью меняется. Неон, толпы людей и уличная еда повсюду. Посмотрим, каким Бангкок выглядит вне торговых центров, в более простом и живом формате. Усаживайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Мы приехали на рынок, но самый, как вроде бы, огроменский рынок секонд-хенд. Рынок секонд-хенд, где просто какое-то колоссальное количество всякого шматья. И масштабы, конечно, просто нереальные. Я вот вижу, там какие-то ряды не заканчиваются. Тут, там какой-то магазин. Там дальше ряды. И цены вроде как на все просто какие-то копеечные. Ну, типа, вон там пуховики, куртки там по 200 бат. Это меньше $10. Футболки по 100. Это просто на входе. Я думаю, что где-нибудь там в глубине можно и дешевле найти. Что ж, давайте посмотрим, что тут вообще есть. Помимо вещей тут еще и обувные магазины, и всякие аксессуары, и всякая бижутерия, постеры, не знаю, зеркала, сумки, тематические всякие футболки. В общем, мне кажется, здесь можно найти абсолютно любую вещь, какую вы там, знаете, не закажете, как это, помните, было в фильме. Мне нужна куртка с фиолетовой огромной пуговицей посередине. Пум, ему приносит ее. Я слышала, ну случайно у меня есть то, что вы ищете. И как раз с перламутровыми пуговицами. Только он у меня в гостинице. Вам очень нужно? Да. Еще что здесь прикольно по навигации в обувных магазинах, то есть стеллажи, и все стеллажи подписаны с размерами. Что-то такое. Жвачка, приятный бонус. Бля. Да, и, короче, вот все подписано. Вот можете ходить, смотреть, выбирать, находить, что хотите, что вам нравится. Как вам вообще вот такие вот конверсы? Блин, всякие модельки, какие-нибудь там винтажные, старые или эксклюзивные, с какими-то коллаборациями. Блин, вот это, конечно, прикольно. Вот это огроменский плюс. То, что в обычной рознице не найдешь. Ну, конечно, да, обувь секонд-хенд такое себе. Иногда бывает и прикольные попадаются варианты. Вот такие вот цены просто на футболке. Господи, тут в натуре можно просто целый день потратить, а то и не один. Даже диски еще продаются, всякие альбомы, какие-то где-то еще запечатанные, как новые какие-то. Что это такое? Boy Next Door Japan. Это, короче, японские группы. Я, честно говоря, даже не знаю, кто вообще все эти люди. Почему их так много на этом рынке? Вообще для меня ничего не понятно. Я не понял. Ну, очень интересно. Есть карточки футболистов, бейсболистов. Это вот для коллекционеров. Какие-то даже запечатанные по 10 бат. Просто весь вот так вот ряд брюки. Ну, это, скорее всего, женские, либо на каких-то там подростков, либо на небольших женщин. Ну, просто 50 бат за брюки. Серьезно, $1,5 за брюки. Господи. Это вот, знаете, мне кажется, вот этот рынок в целом идеально для тех, кто из России, кто, точнее, в Таиланде сейчас, в Бангкоке конкретно, и планирует поехать в Россию вот зимой и вот затариться нормально вещами. Это вот, мне кажется, самое оно. Ну, вот такой вот прикидик. Такое нам надо, такое мы берем. Братцы, вот рынок, который сейчас вы видите, это вторая, так сказать, часть этого места, которое вот мы обошли, посмотрев, пролазив, и выяснил, что здесь, оказывается, есть еще одна часть. Поэтому здесь в натуре можно пропасть не то, что на полдня, наверное, на... Да ну нахрен. Нам просто еще один рынок. Мне страшно смотреть еще дальше. Сколько там еще вот таких вот ангаров. Это вы прикиньте вообще, какие просто объемы вещей сюда везут. Сколько это все скупают, перекупают. Слушайте, по ценнику, да, я что, взял вот эту футболку. Она, кстати, вышла сколько? 150 бат. Ну, типа, $5. Ну, типа, нормально. Прикольная футболка, пойдет. Мне кажется, конечно, в целом можно и каких-нибудь уже посмотреть в сетевиках найти за примерно подобную сумму. То же самое, но... Просто здесь, знаете, как на память вам останется такая вещичка. Ну или какой-нибудь там винтажа очень много, поэтому кто в поисках винтажа каких-то всяких интересных вещей, уникальных, вот здесь вы точно найдете вот этого всего, здесь этого навалом.
Сейчас мы находимся с вами в местечке, которое находится неподалеку от маркета с вещами. Здесь есть много разных кафешек, можете заскочить, что-нибудь попробовать, перекусить. Я взял себе суп, какой-то он такой необычный, в плане я такой не видел во Вьетнаме и не пробовал, наверное, ранее. Там было несколько опций, я взял с морепродуктами, там были опции такие, как с креветкой, ну и вот смотрите, какие еще были. Вместе с супом, что у нас идет вот такой соус. На вкус соус он как аджика, томатный, немножко острый и такой насыщенный, очень приятный. Да, немножко островатый. Сам бульон, давайте начнем распаковку супа. Бульон интересный, потому что он очень сильно наваристый. В тарелке у нас есть креветка, есть осьминог, есть еще креветка, есть кальмар, фунчоза, зелень, капуста. Что-нибудь еще упустил, может? Да вроде бы нет. И давайте пробовать, смотреть, как оно вообще приготовлено. Начнем, наверное, с вот этого яйца. Яйцо вкусное, прикольное, отдает вот этим бульоном. Фунчоза. Фунчоза окей, но дала мне немножко зеленью. Окей, что тут дальше есть? Кальмар. Кальмар хороший, мягкий, не переваренный, не резиновый. Кальмар четкий. И давайте приступим к креветке. Креветка, как и лапша, отдает вот этой зеленью, но сама креветка мягкая, нежная, не переваренная, не сухая. Вот как, знаете, ее чуть-чуть переваришь, и все, она просто такая немножко резиновая становится, безвкусная. Вот по вкусу еще отдает самим бульоном. Тоже прикольно. По ценнику вышло это 60 бат и такая вот небольшая порция. Но в целом, знаете, как на перекус после вот этого брождения по вот этому рынку, смотреть там что-то, выбирать, гулять, тратить силы, вот сюда заскочить просто обязательно, потому что путь обратный в центр, он не близкий. Вот, все, будем наслаждаться супом дальше и вот этим перекусом и поедем с вами в центр. Еще такой момент, тема в Таиланде. Ты просишь не острый у продавца, потом подходишь к повару, говоришь, мне не острый. Они оба это такие, типа, да, окей, типа, не острое, там, резюмируют твой заказ, супер, супер, приносит тебе. А потом ты такой пробуешь и находишь вот такие вот красные штуковины у себя во рту после того, как ты его досъел. И такой, типа, что было непонятного дважды, и вы сами это повторили и поняли? Как это работает? Короче, да, и да, вот проблема. Большинство еды, она вся такая островатая, поэтому запасайтесь там медицинами всякими, у кого изжоги, гастриты. Так, будьте осторожней, берегите себя. Теперь короткие впечатления по поводу этого супа в конце, послевкусия. Я не доел. Тут слово, знаете как, ну вот наполовину, вот так вот где-то я не доел. И почему? Потому что. Он, знаете, как такой очень резкий у него вкус в плане вот такой остроты, кислоты. Он получал, кажется, такой, блин, прикольный, но в идеале туда бы добавить еще водички, столько же просто водой, чтобы разбавить вот эту вот всю кислотность, чтобы оно не было такое, знаете, сильно приедается, и все, это просто такой, типа, фу, еще уже не хочу. Плюс еще тут жарко, то ты сидишь на такой духоте с вот такими вот вентиляторами, которые особо не обдувают тебя, и это все, плюс еще горячий суп, он еще такой... Поэтому даже его особо не надел. Так, знаете, просто типа закинуть как что-то, чтобы было после вот этого маршрута до дальнейшей станции. Типа окей. Уже все, уехали с этого маркета, наконец-то просто тратили там, не знаю, кучу времени. Пока находились там, стали в какую-то пробку, и вот мы едем, я вот так смотрю, просто маркет. То есть сюда вообще, я не знаю, залетать, наверное, надо на фуре, на какой-нибудь, на газели, знаете, затариваться просто максимально за весь день товаром и куда-то его ехать, сбавлять, продавать, перепродавать. В целом, качество некоторых вещей, да, классное, есть вещи попадаются, повторюсь, да, вот этот винтаж, не винтаж и так далее. Но да, есть некоторые, конечно, с дефектами, куда же без них. Большинство, наверное, вот все, что я не брал, такой, вот это прикольно, смотришь, там пятно, либо дырочка, либо нитки торчат, думаешь, ну все, сейчас две стирки, и она просто порвется нахрен, разорвется, то есть, знаете, там двухразовая одежда, как бы в этом плане, да. Но ассортимент, повторюсь, просто я столько, наверное, никогда в жизни своей не видел. Приеду-ка ли я еще раз сюда? Хороший вопрос. Это не совсем уверен. Проще, наверное, знаете, как для людей, которые ценят свое время, для них будет проще пойти
какой-нибудь классный магазин в торговом центре, спокойно под кондиционером купить, померить. Да, минус еще этого места, там нет примерочных. То есть, допустим, на футболку, как я примерял, я просто футболку на футболку надел и такой, да, нет, все, окей, погнали. Ну, а когда там, знаете, брюки какие-нибудь или там девушки платье смотрят, ну как она будет там, блин, на платье, или она пришла в джинсах, то в кофте, и там платье надо мерить, или наоборот, она пришла в платье, и там надо, не знаю, там что-нибудь еще мерить. Ну, то есть такие вот моменты уже индивидуальные, не всем подходящие, то есть к тому, что примерочных там я не видел. Даже, знаете, чего не увидел? Не увидел туалетов, как так-то вообще, ни одного указателя, где туалеты, там, где можно руки помыть, умыться, справить нужду. И мне кажется, вообще сама тусовка происходит в вечернее время. Потому что мы сейчас уходили, и открытых магазинов стало больше. То есть часиков 4-5, когда уже после жары вот сюда приезжать прямо на целый вечер. Я думаю, там еще и кафешек больше открывается вечером, чем сейчас, стопудово. Поэтому залетайте лучше. Рекомендацион во второй половине дня после жары. Вот. Ставьте лукасы, комментарии, колокольчики. Подписывайтесь на канал. Будет много чего еще интересного. Иногда кажется, что Бангкок уже показал все. Торговые центры, рынки, парки. Но есть район, который живет по своим правилам. Днем он выглядит почти спокойно. Узкие улицы, старые фасады, лавки с золотом, люди куда-то спешат по делам. А потом приходит вечер, и все меняется. Вывески загораются, воздух становится густым от дыма и специй. Улица Яо-Варат превращается в сплошной поток еды, людей и шума. Это Чайнатаун, район, который появился здесь еще во времена Рама I, когда китайскую общину перенесли ближе к восточной части города. И с тех пор торговля здесь не останавливается ни на день. Сегодня просто посмотрим, чем он живет, и попробуем кое-что необычное. Мы пригнали в китайский квартал на ночной рынок. Сейчас будем смотреть, дегустировать вообще, что тут есть. Но выглядит он как-то так. В нашем списке, что мы хотим попробовать сегодня. Но это не всякие вот такие вот штуковины. Но вы их тоже можете здесь найти вообще на изи. Червяки. Офигеть. Я, похоже, что-то пробовал в Сайгоне. Hello. Can we get pomegranate juice small size? Начнем с гранатового сока. Это путешествие. Гастрономический тур. Не прошло и 3 секунд, мне уже его подали. Thank you. Как будто бы чуть-чуть бодяжен, но нормальный. Да, это оно. Так, ну что ж такое Чайнатаун, ночной маркет? Это торгово-развлекательная улица, либо рынок, как удобнее вам называть, так и называйте. Особенно активные вечерние часы, да, сейчас у нас 7:30 вечера, и здесь народа, ну, просто очень много. Что тут есть? Здесь десятки уличных точек, жарят, варят, дымят прямо при тебе. Можно попробовать димсамы, жареную лапшу, барбекю мясо, морепродукты, сатай и классический стритфуд. Из необычного здесь есть жареные каштаны, сладости с дурианом, китайские десерты и травяные напитки по старинным рецептам. Атмосфера, конечно, максимально азиатская. Вот эти все неоновые вывески, которые вот вы видите. Мы были здесь вечером, и не было вот этого всего светящегося. Сейчас это вообще какие-то другие краски придает. Но сама улица с едой, она короткая, но прикольная. Стоит зайти, посетить, может что-то попробовать. По ценнику типа нормально, 50-70. Мы еще ничего не взяли. Просто прошли насквозь посмотреть, думали, насколько длинная эта улица. Буквально 50 метров. В целом, Чайнатаун офигенно. Красиво, атмосферно, колоритно. Сейчас пойдем что-нибудь возьмем, перекусить и вам сделаем быстренький обзорчик. Но знаете что, ребят, сейчас хотели что-то взять, какое-то блюдо, и такие присматриваемся, там какие-то букашки ползают по еде, я такой, типа, короче, давай-ка в другом месте лучше возьмем, ну, показал причину, почему. Так что будьте в этом плане внимательнее. Сейчас у нас на распаковке папайя-салат и спринг-роллы. Я попросил 2 с креветкой, 1 с овощами, чтобы было больше выбора. И классический папайя-салат не острый. Сейчас будем это все пробовать. Начнем с папайя-салата. Ну, честно говоря, я не всегда понимал этот салат. Прикольная заправка получилась, она такая маслянистая, отдает томатами. Какой-то еще зеленью, такое необычное. Орешки. Блин, вот орешек в конце прям закинуть, вообще must have. И что-то, короче, зеленое, вот это вот, не знаю, сейчас посмотрим. Поначалу прикольная как консистенция, крутящая, такой резкий вкус, интересный. Потом она открывается как-то, и она становится неприкольной. Окей, вот это зелень не мое, но сама папайя. На классический папайя-салат. Окей, норм. Давно такой не ел. И спринг-роллы. Тут у нас что, 2 соуса. Вот это вот рыбный с чили, и вот это какой-то острый. Вот с креветкой. Вот это веганский. Так, ну сама панировка напоминает хлеб во фритюре. Блин, какое-то меня далекое прошлое откидывает. Чуть ли не в детство. Креветка. Блин, это вообще кайф. Креветка, знаете, какой вкус напомнила из Макдональдса. В бургерах, когда
с рыбой, вот этот заказ филе-о-фиш. Вот такой же примерно вкус в этой креветке. Давайте попробуем, знаете, как вместе вот так вот сделать его, потому что там есть вот такая вот лапша. Это жирно, это маслянисто, это прикольно. Хорошо, что этого немного. Так, и теперь попробуем это сделать в миксе с рыбным соусом. Это прикольно, это вкусно. Очень много вкусов, но чувствуется все, что фритюр, лапша, вот этот соус, это все вот это вперемешку. Плюс там еще креветка, зеленушка какая-то. Как-то не получается уловить, знаете, каждый вот вкус по отдельности. Это у нас был с креветкой. И теперь давайте попробуем веганскую версию. Пирожки с капустой жареные, помните? Вот это оно, боже мой. Грибы, капуста внутри. Да, это вот те самые из детства пирожки с капустой. Жареные, кайфовые. Также это вкусно. Коротенький обзор закончился, а мы едем дальше. Сейчас закончим с этим и пойдем дальше снимать, что еще есть. Да? Итог по идее. Еда прикольная, еда понравилась, еда нормальная. В папайя салат, ну он как веганский получился, туда не положили ничего. Просто что-то папайя, овощи, салат, масло, заправка. Всякие там специи перемешали, окей. С спрингроллами типа тоже, да, сильно маслянисто, но сама тема. Запомните вот это кафе и не рекомендую сюда приходить. И вот по какой причине. Вот первая причина. Туалет даже для посетителей 10 бат. И вторая причина. Я попросил поставить на зарядку типа камеру. Ну, то есть, знаете, у нас вот блюдо небольшое, да, мы типа, вот, 10 минут типа зарядить. Я встал в поисках розетки. И не нашел ни одной, потому что, ну как, не нашел, я только встал с розеткой, ну, зарядка, меня увидели и начали суетиться, чтобы поставить. И она показывает на стенке, а там розетка, и, короче, она изолентой заклеена. Типа они специально ее заклеили заранее, чтобы люди не заряжали, и все остальные розетки заняты. И я такой, типа, сука, какие лицемерные здесь люди работают, потому что когда мы стояли там, перед тем, как что-то заказать, там, знаете, да, конечно, можно и так заказать, и вот так сделать, и сделаем вот так, вот и так, вот такие, знаете, доброжелательные. А как только сели за стол, да, блядь, светите нахер. Типа вот такое, знаете, двойное вот отношение, и, короче, за это такой дизлайк этому месту. В эфире рубрика «Бесплатный тест-драйв еды». Знаешь? Блин, я даже не знаю, как описать. Называется Crispy Butter, и по вкусу карамель, масло, как будто бы банан, но в то же время как будто тайский чай. И они обжаривают его и делают такие вот завитушки и продают. Блин, прикольно. Is your first time to try it? Is it spicy? It's spicy. Lime. Lime, right. Oh, not bad. Sounds good. Ага. И вот здесь случился небольшой провал. Самый интересный момент, микрофон просто отключился. Так что оригинальной реакции не будет, придется рассказывать уже задним числом. Это маленькие живые креветки, их вылавливают прямо при тебе. Добавляют специи, чили, лайм, зелень, что-то вроде кориандра и отдают в такой коробке. Стоит это около 80 бат. Я сначала все хорошенько перемешал, чтобы специи распределились. В миске это особенно заметно, еще живые, еще двигаются. Через пару минут движения почти исчезают, специи делают свое дело. По вкусу это даже не столько про вкус, сколько про ощущение. Никакой яркой рыбности, скорее лайм, острота, свежей зелени. А главный эффект психологический. Ты понимаешь, что ешь что-то живое, и мозг реагирует сильнее, чем рецепторы. Честно, это не то, что я бы ел каждый день, но как опыт запоминается. И, наверное, именно за этим сюда и приходят. Не просто поесть, а попробовать что-то, на что в обычной жизни не решился бы. Чайнатаун – это не только красиво, это еще и проверка на смелость. И вот такие вещи ты запоминаешь гораздо сильнее, чем любые вывески. В общем, по китайскому району, по Чайнатауну в городе Бангкок мы все. Экскурсия закончилась. Коротко про мои впечатления про это местечко. Блин, ночью оно колоритнее, потому что включается везде этот неон, атмосфера. Сюда бы еще трек из токийского форсажа накинуть, просто чтобы играло здесь колонками. И убрать вот этот трафик и поставить, чисто завести какие-нибудь крутые тачки. И все, и будет вообще здесь атмосфера какого-то Токио. Ну, хотя я понимаю, что, блин, Токио и Чайнатаун это не одинаковые вещи. Но просто было бы прикольно. Много кафешек, много вот таких вот забегаловок, везде что-то готовят, жарят, варят, парят.
тушат, продают. Ну, из-за того, что народу очень много, образуются, соответственно, пробки, потому что всем интересно, кто что делает, кто что продает, как это готовит, как это едят, что там такое, там давайте поснимаем, да. Ну, как бы ты из-за этого как бы тратишь время, просто стоишь в пробках. Но, знаете, типа вот для галочки сходить в такое место, это, конечно, прикольно, интересно, но вот, как по мне, на один раз. Если бы я жил здесь в Бангкоке, конечно, на байке здесь, я думаю, прокатиться вечерочком, ну, не в такой трафик джем, а когда уже посвободнее, это вообще прикольно. И везде, в принципе, в кафешках продается плюс-минус одно и то же. Знаете, нет такого, что в каждом кафе везде свои особенности. Нет, такого нет. То есть, когда вы ходите с вот этой маленькой короткой улицы, вы попадаете на большую улицу, там много всякой еды. И потом, заходя в каждый там переулок, перекресток, подворотню, там тоже очень много все продается. Везде кафе, рестораны. Я вообще думаю, мне интересно, а сколько в Бангкоке мест с едой? Я имею в виду общепита. Это просто какое-то колоссальное количество. Я, наверное, такого нигде вообще никогда не видел. Такое количество ресторанов и общепита в целом. Поэтому, да, разнообразия здесь, конечно, много не увидеть. Есть, да, какие-то блюда, вот как вот эти живые креветки. Таких эксклюзивов, прям что-то интересного. Мороженое, да, там всякие есть, желато, мелато. Но это, опять же, неудивительно, где-то можно в других еще местах это все попробовать. Вот, прикольное место, колоритное, нравится картинка вот этих всех неоновых вывесок, не нравятся пробки. И для галочки вот так вот сходить, посетить такое местечко, сделать пару фотокарточек, что-нибудь попробовать интересного, да, залетайте. Если уйти с главной улицы чуть глубже, Чайнатаун становится совсем другим. Неоновый шум остается позади, и появляется ощущение обычного вечера. Лодки медленно идут по реке, свет в окнах уже теплый, люди возвращаются домой. Тут нет спешки. Небольшие кофейни, хостелы, граффити на стенах, байки, припаркованные вдоль узких улиц. Кто-то сидит на пластиковом стуле у входа, а кто-то просто наблюдает за улицей с балкона. И где-то между этими переулками храм, который начинает светиться в темноте. Он как будто напоминает, что этот район живет уже больше 200 лет. Со времен, когда при Раме Первом сюда переселилась китайская община, и Бангкок только начинал расти на этом берегу. Сейчас это не туристическая открытка, это обычная жизнь. Маленькие лавки с фруктами, магазинчики с самым необходимым, тихие улочки с низкими домами. И, честно говоря, именно таким Чайнатаун мне понравился больше всего. Без толпы, без криков, без шума. Просто вечер в старом районе большого города. Иногда достаточно свернуть на одну улицу, и город уже совсем другой. Спасибо за просмотр, ставьте лукасы, комментарии, колокольчики, подписывайтесь на канал, будет много чего еще интересного. Спасибо. Пока-пока.